Добрый день! Сегодня я покажу, как быстро готовить и собирать несколько тортов сразу. В данном случае мы будем готовить домашний ореховый торт. Этот возьму на шашлык, этот отнесу в садик, этот отдам сестре, а этот мы скушаем сами. Рецепт и вся нужная информация есть в описании под видео. В поддержку канала жмите подписаться и не пропускайте новых видео. Сначала приготовим коржи, сразу для всех тортов. Тесто готовится быстро и легко. Соединяем в миске сахар, масло. Масло должно быть комнатной температуры, яйца и мед. Теперь все ингредиенты нужно смешать или миксером на слабых оборотах, или можно просто лопаткой это сделать. После этого добавляем сухие ингредиенты: орехи, муку и соду. Муку желательно просеять перед этим через сито. Замешиваем тесто. Я это делаю с помощью лопатки. Тесто у нас должно получиться мягкое, но немного плотнее, чем густая сметана. Это тесто не обязательно выпекать все сразу, оно может немного постоять в помещении, если это нужно. Берем противень, застеленный пергаментом, и кольцо. Я использую диаметр 16 сантиметров. Теперь с помощью ложки выкладываем тесто в кольцо и размазываем. Размазываем тесто тонким слоем. На один корж берем такую хорошенькую ложку с горкой. Тесто рассчитано на 12 коржей. Если будете печь торты покрупнее, значит и диаметр больше, и тесто нужно немного больше выкладывать. Таким способом я выкладываю тесто сразу на 4 коржа и выпекаю на одном противне. После выпекания, пока коржи горячие, сразу берем форму поменьше и вырезаем ровный круг. Лучше это делать сразу, потому что потом коржи будут твердыми. После этого оставляем, чтобы коржи немного остудились, и снимаем с пергамента уже ровные коржи. Таким образом печем 12 коржей. Из 12 коржей мы сформируем 4 торта. На каждый торт уходит по 3 коржа. Приготовим заварной ореховый крем. Соединяем в сотейнике с толстым дном сливки и молотый орех. Ставим на умеренный огонь. Нам нужно уварить орехи в сливках до загустения. Никуда уже не отходим, время от времени помешиваем. Масса загустеет буквально за несколько минут. Провариваем вот до такого загустения и снимаем с огня, оставляем остудиться. Взбиваем масло. Масло у нас должно быть мягкое, то есть комнатной температуры. Взбиваем его до посветления. Теперь добавляем пудру и немного продолжаем взбивать, еще несколько минут. В конце добавляем щепотку ванилина по желанию и заварную ореховую массу, уже остывшую. И перемешиваем. Взбивать не нужно, просто смешать на средних оборотах. Сразу после приготовления крем достаточно жидкий. Если нужен более плотный, поставьте в холодильник на 30 минут. Теперь подготовим грушу для прослойки. Груша у меня свежая, очищенная и порезана на мелкие ломтики. Соединяем все ингредиенты в сотейнике с толстым дном. Грушу, лимонный сок, лимонную цедру и сахар. Ставим на умеренный огонь. Как только груша нагреется, уменьшаем до минимального. Груша должна протомиться некоторое время, до того момента, как только станет более мягкой и отдаст сок. Нужно учитывать сорт груши. Твердый сорт груши увариваем минут 10. Если груша мягкая, то это занимает минуты 4-5, не больше. После этого снимаем с огня и процеживаем через сито. Оставляем остудиться до комнатной температуры. Грушу мы будем использовать в прослойку, а сироп от груши будем использовать для пропитки коржей. Теперь переходим к сборке тортов. К сиропу добавляем еще
40-50 мл воды кипяченой, чтобы нам хватило для пропитки всех коржей. Теперь выкладываем коржи таким образом, чтобы нам было удобно работать. Мы будем собирать сразу 4 торта. Пропитываем коржи сиропом. Берем половину крема и выкладываем на каждый корж часть крема. Накрываем следующим коржом и также хорошенько пропитываем. Берем вторую половину крема, делаем ободок на каждом корже и закладываем сюда грушу. Сверху выкладываем оставшийся крем. Эта порция крема рассчитана четко на вот этих 4 торта. На вот этих 4 торта такого же диаметра. Накрываем последними коржами и также хорошо пропитываем. Переносим тортики на черновые подносы и оставляем пропитаться. Можно оставить пропитываться в помещении на несколько часов, а потом убираем в холодильник, чтобы ничего не испортилось. Когда торты пропитаются, мы можем их выравнивать и украшать. Переносим на основную подложку. Теперь его можно выровнять любым вкусным кремом. В данном случае я использую белковый масляный. Ссылка на этот крем есть в описании под видео. Такие тортики я украшаю очень по-простому. Вот самое такое простенькое и то, что делается очень быстро. Кремовые рисунки трафаретом и немножко шоколадной разноцветной крошкой. Но это уже на усмотрение каждого, смотря для чего вам нужен этот торт. Вес каждого тортика в районе 700 граммов. Это маленькие торты для маленькой компании, рассчитаны на 4 человек. Упаковываются в обычные коробочки. Сам торт по себе не приторный, с ярко выраженным ореховым вкусом. Напоминаю, что в описании под видео есть вся нужная информация, и также рецепт, а также расчеты ингредиентов для одного торта. Готовьте с удовольствием. На этом говорю всем пока. До следующего выпуска.